Кто такой беженец? Кто такой иммигрант? Это человек-тень. Он как будто есть, но его нет. Это человек, который никогда не станет своим в чужой стране и который со временем превращается в чужака для собственного края. Интеграционная система позволяет нам, беженцам, держаться на плаву, обеспечивая минимум для бренного тела. Но как личности мы умираем. Кто-то ломается сразу, смиряясь с новой непонятной ему системой, живя до последнего вздоха вонючим беженцем. Есть те, которые изо всех сил стараются приспособиться и добиться успеха в ограниченном пространстве. Но абсолютно все из нас бунтуют. Бунтуют внутри себя, наедине с остатками сердца. Кричат, как изголодавшиеся волки. Но кричат тихо, незаметно, боясь нарушить ваше спокойствие. Человек-тень – это серый путник, блуждающий по бесконечным дорогам унижения, приглашенный в ваши дома и больницы, потеющий на опасных заводах и фабриках. Он будет изгнан и не принят вами никогда. Его удел – ваши надменные взгляды и кусающие душу самовлюбленные фразы. Человек-тень всегда будет вором, которого следует немедленно обыскать средь белого дня, на улице или возле кассы. А в школах его дети постоянно будут слышать насмешки, неприкрытое отвращение, и не только со стороны своих сверстников. Сами учителя поспешат указать его место, отодвинут в сторону куда-то в грязный темный угол, повторяя как заклинание «в нашей стране, ах, в нашей стране», словно это единственная точка на карте мира. Вы даже не знаете, что, проходя мимо вас на улице, мы опускаем глаза. Опускаем, потому что не хочется в очередной раз видеть в ваших взглядах ненависть и презрение. И это больно. Вы заставляете нас испытывать неловкий стыд, покрывая все тело дрожью от нескрываемого холода. Вы не желаете смотреть на беженца, как на равного человека. Вам не нужны наши имена, вам не к чему наша боль и усталость. Мы всего лишь точки, грязные, дешевые точки, скользящие мимо вас. Эта точка будет служить вам, и эту точку можно прогнать. Тоска по дому – это болезнь, которой не видно и не слышно. Это страшный психоз, разрывающий плоть, душу, сердце и мозг на мелкие кусочки. Тоска по дому – это ежедневное собирание себя по осколкам вдребезги разбитого сердца. Тоска по дому – это пустота, завывающая, озлобленная, голодная пустота. Тоска по дому – это старый больной человек, пускающий смрад гнилости, прикованный холодным металлом к собственной койке, не способный покинуть свою влажную постель из-за скованной немощи. Тоска по дому – это волк, отбившийся случайно от стаи. Тоска по дому – это робкий солдат, мечта которого – просто вернуться домой. Когда человек-тень покидает свой край, он прощается со своим миром навсегда. Очень часто мы больше не вправе вернуться домой. Порой нам просто некуда возвращаться. Статус беженца – это не карьерная лестница, и это не праздник, не сиюминутный каприз или расчетливая хитрость. Это повод к печали. Это вынужденная мера. Это похороны собственной личности. Как правило, это война. Не наша война, но чужая, в которую играют свои же, объявляя брата врагом. Очень часто
Уезжая в далекие земли, мы видим своих близких в последний раз. Очень часто отцы и матери умирают без нас, вдали от наших улыбок, от наших теплых ладоней, выкрикивая наши имена сухими губами в слепую темноту расстояния. И лишь во сне мы слышим их прощальный крик, словно крик обреченных птиц. Мы слышим родной голос, покидающий нас навсегда. И приходят голодные псы, окружают наш мозг, нашу душу. Человек-тень стоит у стены, как обреченный насмерть осужденный. Он смотрит в глаза черных псов, испускающих слюни ненависти. Он видит клыки, он орет с этими псами, потому что эти твари и есть его боль. Это его собственная безысходность и злость. Это обнаженная ярость изголодавшегося по дому, по родному краю человека. Эти псы пришли его съесть, и он отдает им себя, готовый разорвать собственную плоть и, выпотрошив грудь, заставить свое сердце не плакать. Ведь завтра будет новый день, и нужно идти купаться. Кто я? Человек-тень. Кто я для вас? Грязный прохожий, от которого хочется бежать. Предатель, который зачем-то пришел в ваши земли. Враг, который отнимет низкооплачиваемые рабочие места. Опасный носитель странной, непонятной культуры, которая отравит ваших детей. И кукла, которую можно оскорблять в любом настроении. Кукла, которую можно порвать и выбросить дальше от ваших чистых домов. Но я всего лишь человек. Из плоти и крови, как вы. Быть может, с иным оттенком кожи и отличающимися чертами лица. Уставший, голодный человек, преломляющий хлеб вдали от вас и собственной семьи. Изнеможенный путник, оставляющий следы боли на песках далеких стран, который в священные минуты тишины грустит о собственной стране, пытаясь изо всех сил не забыть красоту и нежность изгибов собственной родины. Человек-тень улыбается вам в вынужденном стремлении понравиться вам, но в его глазах всегда будет тоска. Неизгладимая, извечная боль и тоска, за холмами которых спрятались уцелевшие призраки так внезапно оставленного им дома. Человек-тень всегда грустит, даже если радостно смеется. Почему нам дают гражданство? Почему человека-тень принимают в чужих королевствах? Зачем нам дают этот сказочный шанс? Человек-тень это знает и понимает ваш жест без притворства. Любой беженец – это отличный снаряд, на котором можно проявить публично свой акт милосердия, применить его на практике, воплотив идейность толерантности в жизнь. Нас собирают как медали, вешая ордена доброй славы на свою грудь, хвастая перед другими державами своей же гуманностью. А еще человек-тень – это голос. Это безропотный голос в руках опытного кукловода, который поведет за собой толпы в счастливое завтра и непременно пригласит в него вас, обещая стабильность и неминуемую выгоду лично вам. Он поднимет нас ненадолго с колен, подарит красивые одежды, обнимет вас, как самый родной человек, и укажет на рычаг. И вам придется нажать на этот рычаг.
И вы сделаете то, о чем вас просят, лишь потому, что вы иногда так важны для этой державы, и потому что это ваш долг. И снова восстанут собаки, черные, злые псы атакуют сердце. Немой крик будет со свистом вырываться из груди, но не вырвется. Он останется внутри, разрывая легкие человека тени. Он будет кричать, он будет плакать, он будет в бешенстве, но он останется нем. Он останется просто беженцем. Ведь он даже не гость, он всего лишь исполнительная единица в масштабной налоговой цепи. Я не буду вашим патриотом. Я не буду нашим патриотом. Не хочу. Но до конца своей жизни я буду помнить свои корни. Ту землю, где похоронены мои папа и мама. Там же рядом лежат мои сестры и брат, с которыми я так и не попрощалась. Обещаю, я скоро приеду. Я туда и назад. Вы даже не успеете заметить, как быстро время пролетит. Запрещаю плакать. Запрещаю грустить, запрещаю прощаться. Я знаю, что такое Родина. Люблю. Я знаю, что такое жить без Родины.